Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Рак на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз, что скоро произойдет. Поворот событий до конца апреля. Что ждет вас? Что прояснится? Давайте с вами узнаем. И апрель у нас вступает в решительную фазу именно во второй половине месяца за счет перехода планеты Уран в знак Близнецы. И у вас это 12-й дом гороскопа. Период разрушение старых привычек, мои дорогие, которые тормозили развитие, и, с другой стороны, готовность к новым цифровым технологиям, каким-то свершениям в плане вашего творчества, творческих проектов, переменам жизни, внутреннему освобождению и, может быть, необычных как где-то способах заработка. Ну, давайте мы с вами рассмотрим. Первая колода карт – это у нас 78 дверей, открыты двери или закрыты, мы всегда говорим. Карты нам буквально демонстрируют. Мы достанем 3 карты, как 3 знака судьбы для вас. Что для вас будет важно? А возможно, это что-то будет меняться. Вы сами здесь вольны что-то изменить. И я должна сказать, с переходом Урана в знак Близнецы, это время наступает для нас, чтобы жить хорошо. Но, конечно, период апреля – это заключительный такой, да, завершается апрель, и для нас уже немножко такие вехи, направления, ориентиры дает на май месяц. И это не зал ожидания, это лаборатория жизни, в которой определяется качество жизни, как минимум до конца 2026 года, где вы сами себе и экспериментатор, и экзаменатор. Итак, 3 знака судьбы. Перемены мы уже не отменим. Внешние события, конечно, нам тоже придется учитывать. Или целесообразность, возможность. Но 12-й дом, он такой дом наших внутренних тайн. Или всегда это, знаете, как подготовка. На 7 лет у нас с 26 апреля входит Уран в знак Зодиака Близнецы. А после, то есть с заходом на 33-й год, а после Уран окажется в вашем знаке Зодиака. Но сейчас мы смотрим до конца апреля. Но вот подготовительный такой момент, вот эти все 7 лет могут быть таким периодом, когда через, может быть, 7 лет вы для себя кардинально что-то измените. Вот внутренняя какая-то трансформация. Но подготовка, она идет сейчас. Итак, первая карта. Что случится, что произойдет, что вас удивит, возможно, до конца апреля. Кто или что появится неожиданно, давайте узнаем, как внезапность какая-то. Следующая карта. К чему приготовиться? К чему все идет до конца апреля? Давайте тоже узнаем. Как изменится ваша жизнь? Возможно, что-то прояснится, мои дорогие, до конца апреля. Что будет продолжено уже с заходом на май? И достанем карту совет, которую откроем в самом конце. Итак, первый знак судьбы. На чем делают акцент карты? И, конечно, рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии и здравого смысла. Финансовая победа, мои дорогие, финансовый успех. По этой карте получение денег до конца апреля. Но нам говорят вот как подарок, да. Может быть, это и не есть сам по себе подарок, но это какая-то оказия, это какой-то очень добрый период. И карта всегда говорит о том, что она как будто работает только в одном направлении. Когда это мы что-то получаем, кумулируем, или получаем крупную сумму денег, к примеру, гонорары или какие-то получения вами заработанных денег было прежде как пауза, или вы не могли это осуществить. А вот здесь как будто деньги находят своего хозяина. Может быть, для кого-то именно так и проиграются. Ну, может быть, платежи не проходили, еще там какие-то 1000 причин. Но это именно вами заработанное. По этой карте может вам какой-то человек прийти, точнее, на взаимовыручку, на помощь именно финансами. Может быть, для кого-то из вас закрыть кредит, для кого-то наоборот взять, может быть, ипотечный какой-то кредит. Все-таки мы все разные, перекладывайте на себя. Но карта нам говорит, почему я сказала именно в одном направлении. Помни, рука дающего завтра может стать рукой просящего. Поэтому, видимо, что-то вам тут по финансам явно придется считать. Но эта карта, когда высшие силы помогают. Второй знак судьбы. Паж кубков. Пажи это у нас вестники, но именно в этой колоде как будто и дверей-то нет, правда?
Человек идет с лозой и ищет воду. Ну, это современная колода, созданная относительно недавно, и в наше время масса способов найти эту воду. Есть такое значение, как человек убивает время. Может быть, такой знак судьбы для вас: не теряй времени даром. Вы можете точно так же столкнуться с некоторыми людьми, которые дают обещания, но не дают ничего взамен, когда вас ставят словно на паузу или вводят в режим ожидания. Семерка Пентаклей. Здесь может быть действительно, я больше вижу, как будто карты — это все-таки знаки судьбы. Говорят, вот это точно, переходи к действиям. Нет смысла, как знаете, распылять свое внимание. Нет смысла ждать кого-то. Нет смысла, может быть, даже, знаете, когда вас пытаются вовлечь в какие-то дела, которые нужны не вам. Или остановить вас в каком-то ожидании. Иногда по семерке Пентаклей, да, хотя тут у нас тоже закрытых дверей нет. Девушка отправляет как будто почтового голубя, ей никто не мешает. Иногда эта карта говорит: добрые дела наспех не делаются, может быть, у кого-то совпадет. Когда вы ждете вот именно по регламенту получения документа, и вы это, понятно, ускорить не можете. Но тогда это все равно произойдет вот в назначенный срок, в нужное время. Но все же первая карта, паж кубков, по пажу идет незрелость. И есть какая-то тема, все же в вашей жизни, тут у каждого будет что-то свое, когда действительно нет смысла ждать. А рыцарь Пентаклей, может быть, для кого-то это будет означать важная встреча, важный разговор. Это вот иногда та идет перспектива, я называю иногда эту карту марафонский забег, который имеет значение лет на 10, мои дорогие, а то и больше. Может быть, на 7. Вот правда вы с чем-то определяетесь. И как будто нужно, понимаете, не потерять времени даром. Вы сейчас ресурсный человек, это факт. И еще одна карта, которая именно пентаклевая, король Пентаклей. Может быть, для кого-то из вас конкретный человек, который рожден под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, может быть и так, или имеет там асцендент. Но иногда по этой карте идут персоны, вот правда, как банкиры, к примеру, да, или работники банка, официальные лица, тут тоже может быть, или когда вам нужно согласование провести, у кого-то по части дома, у кого-то по части финансов. Но, наверное, карта, вот все то, что я сказала по первой карте, усиливает значение, потому что дверь — это вы, как будто, да, король Пентаклей — это консерватор, вот великий консерватор. Но вместе с тем, видимо, наступает тот период до конца апреля, отделить зерна от плевел, что есть смысл продолжать, а что нет смысла не только не продолжать, тут даже надеяться и ждать. Вот так и хочется сказать. Человек, король, у нас открывает дверь сам, и это дверь сейфа. Вот представляете, это вы как будто дверь сейфа открываете. И имеется в виду, это ваш ресурс, это не обязательно финансы, это ваше потраченное время. Это какой-то проект, который имеет для вас принципиальное значение на долгий период времени. То есть аккумуляция, накопление, то, что может быть продолжено. Но есть и то, что отнимает впустую ваше время. Вот вам явно придется с чем-то определяться. Но хочется сказать, до конца апреля деньги как будто будут. Но, может быть, именно денежная составляющая требует от вас, какой-то реструктуризации. Что-то есть смысл, опять же повторюсь, продолжать развивать, а что-то, вот оно не может быть продолжено. Пустая трата времени. Смотрим, что произойдет. Что вас удивит до конца апреля? Что удивит? Победа. В колоде Таро 6 я всегда говорю, это победа. Это активность и уже вершина. От 1 до 6, если мы берем нумерологию, единица — это первое действие, первый шаг, где-то решимость еще, да? Ну и дальше по нарастающей. А 6 всегда победа. И это карта победителя. Более того, нам говорят, ты не сможешь успокоиться. Значит, какой-то вопрос вы решите, но этого будет недостаточно. В каком плане? Потому что принятая ваша активность, активные действия в отношении чего-либо, кого-либо, это нужно будет удерживать и продолжать. Вот именно в том же режиме. Мы не можем как бы ослабить в этом хватку, правда? Мы не можем это не контролировать. А вот так сесть и успокоиться, сказать, ну и ладно, как будет, так оно и будет. Нет, тут вот все равно какая-то победа,
она к вам, безусловно, приходит через ваше решение, активность, но потом обороты как будто мы не сбавляем. У вас может решиться очень важный вопрос. И все-таки жезлы, дела, работа, бизнес и деньги. Но вот правильно все же определиться, да? Кому следует доверять или кто мне надежный партнер. А может быть, для кого-то из вас это вообще какой-то новый вид деятельности, мои дорогие, что есть смысл развивать в себе, инвестировать, может быть, инвестиции в себя. Вот эти вопросы для вас могут быть актуальными. А для кого-то, может быть, и место вашего проживания, вопросы дома. Иногда по королю Пентакли идут наши близкие. Буквально супруги. Но иногда отец это может быть, или кто-то из старших родственников, да, может быть и есть из старших родственников. Не обязательно, что это будет мужчина. Это может быть и женщина, но это вот уже как бы старшее более поколение, которое может иметь накопление, имеет опыт даже, да, мы будем говорить. Может быть и есть взаимодействие. Перекладывайте здесь на себя. Вторая карта. Что или кто появится неожиданно для вас до конца апреля? Королева жезлов. Ну, здесь может быть и человек, который рожден под знаком зодиака стихии огня, Овен, Лев, Стрелец, или имеет там асцендент. Может быть неожиданное появление человека, или человек появляется с какой-то новостью. Может быть, это и вы будете решать тут у каждого по-своему. Но если мы говорим о вас, королева жезлов, это та, которая прошла очень сложный путь. Это символ такого сильного человека, который добивается всего сам. Это где-то карта будет говорить о том, что и ты сам будь в этих энергиях. Но для кого-то может быть тот человек, который умеет хранить тайну. Вот и вам где-то нужно правильно работать с информацией и правильно распоряжаться деньгами. Вот это сразу как совет через эту карту идет. На кону ваше солнце. Может быть у кого-то страстная любовь. Мои дорогие мужчины, здесь может быть женщина, которую вы именно испытываете не только чувства, а притяжение. И может быть для кого-то разобраться в отношениях. Ну а у тех, кого все хорошо, то вы, скорее всего, будете какие-то строить планы, карта Солнца, выбора правильного направления, ну, месяцев на 6-8. Поэтому у кого чего будет касаться, разные сферы жизни. Но карта Солнца, вот все то, что я говорила где-то и до карт, да, и по первому ряду карт, оно имеет не просто значение на какой-то короткий срок. Старший аркан это всегда проигрывается дольше, поэтому есть какая-то победа, которую вот именно нужно и сохранять, и продолжать, явно не успокоиться. К чему приготовиться, к чему все идет до конца апреля. Вот смотрите, вторая карта у нас выпадает, короля Пентаклей. В разных колодах, но в одном раскладе. И все то, что я сказала по королю Пентаклей, для вас самих будет актуально. Вам как будто нужно, вот, может быть, отчасти быть этим консерватором, а может быть, это консерватизм, он имеется в виду просчитать что-то по деньгам придется. Для кого-то с документами разобраться, поехать, может быть, в некоторые инстанции. Или, я бы сказала, ваше окружение, мои дорогие, оно должно быть надежным. Вот вы тоже надежные люди. Вы очень добрые люди. Но, может быть, долгое время вы как будто вас кто-то, ну, хочется сказать, уводил с пути истинного. Может быть, вы ожидали. Может быть, вы и надеялись на конкретного человека. А вот теперь вы будете четко разделять. Есть не смысл тратить время. Что остается от первоначального энтузиазма? Каково это послевкусие? И именно в этом раскрывается вторая половина апреля. И это нам не усложняет жизнь, наоборот, нам помогает разобраться и отличить заманчивое от стабильного. Вот сам по себе аркан стабильности. Поэтому я вот именно об этом и говорю. Будьте вот, наверное, значит, есть некоторые вопросы, когда определенный консерватизм для вас как во благо. Ну, где-то и по шестерке пентаклей, я говорила, в одном направлении работает. Может быть, к вам кто-то будет обращаться, одолжит денег. Вот я не вижу тогда. Вы эти деньги можете не увидеть или увидеть не скоро. Может быть, для кого-то это актуально. Поэтому в некоторых проектах, которые требуют инвестиций, вам нужно быть особенно внимательными.
Итак, что прояснится или как изменится ваша жизнь? Что будет меняться, мои дорогие? А вот точно все то, что я сказала. По семерке жезлов я всегда говорю, это интересы чужие в отношении нас, нашего участия. Когда мы с кем-то согласились, а потом на себя взяли какие-то обязательства, вот и тянем какую-то волынку, да? Может быть, и не хотим. Наступает время вам с этим разобраться. Оно само никуда не уйдет. И те персоны, которые, может быть, отнимают именно ваше время, ваши ресурсы, ваши знания по части того, что вы же участвуете в чем-то, правда? Может быть, это кто-то говорит, нет, вот я тут не смогу ничего сделать, это можешь только ты. Где-то даже и лесть присутствует, да? Но самое главное, человек конкретно не хочет это делать, а хочет переложить как и меру ответственности, так и само по себе занятие, участие на вас. Карта семерка жезлов, она всегда говорит, отступи полшага назад. Уходи вот как будто от этих персонажей. Да, у нашего героя один жезл в руках. На всякий так случай, да, если придется парировать. Но ведь посмотрите, он не собирается участвовать в какой-то схватке, поединке в каком-то, потому что это не имеет значения. Потратишь время, силы, может быть и средства, но результат будет нулевой. И есть все-таки что-то, может быть, одно важное, с чем вам приходится определяться, как изменится ваша жизнь. Но я больше вижу, что вы ее сами меняете, потому что отказываетесь от всего малозначимого, ненужного. И, может быть, даже кому-то придется сказать «нет» по части финансов. Ну, вот банально даже, да, я беру пример. Одолжи мне денег, мне сейчас так тяжело. И, может быть, прежде бы вы сказали «хорошо», и, скрипя душой, бы оказывали какое-то содействие человеку. А теперь вы скажете «нет». По аркану мир вы как будто подводите итоги. Подводите итоги как и в отношении окружения, так и в принципе мир. Мы, конечно, надеемся, что восстановится мир совсем скоро. Я должна сказать, что планетарные транзиты, хотя идет все это со скрипом, я знаю, меня люди смотрят из разных стран. И где-то сама по себе война, да, военные действия опасны. А где-то просто опасно, потому что страшно выйти на улицу. Ну вот тут и такое же тоже бывает, особенно вечером. Но вот здесь вот что-то стремится, знаете, вот именно Вселенная, как будто меняет парадигму нашей жизни. Именно к большему балансу стремится. Поэтому я очень надеюсь, может быть, это старший аркан. Это не проигрывается на короткий срок. Но как минимум до конца 2026 года мира будет больше на нашей планете Земля. Но лично для вас это карта, которая говорит, нет ничего невозможного. Хочешь власти? Пожалуйста. Лев с крыльями. Хочешь признания, популярности, лавровый венок? Пожалуйста. Хочешь финансового благополучия? Пожалуйста. Телец золотой с крыльями. Но хочешь любви или хочешь работать где-то с информацией, или, а вы люди интуитивные, хочешь видеть на пару шагов вперед. Вот здесь какая-то ваша стратегия и тактика, она сама по себе меняется. И карта подтверждает, солнце, мир, мои дорогие, но нет для вас ничего невозможного. Что будет продолжаться на май месяц? А вот там пойдет все веселее, интереснее. Приготовьтесь к тому, что будет много новостей, или как минимум одна новость, которая может словно перекроить всю вашу жизнь. Или побудит вас, может быть, принять важное решение в отношении кого-либо или чего-либо. Это может быть получение документа. Вот перекладывайте на себя, потому что мы все разные. Хоть объединяет один знак зодиака, а тем не менее судьба у каждого своя. Но будет какое-то известие, все же это карта как и доброй трансформации, так и скорых перемен, и в то же время скорого известия самого по себе. Это как 1000 дорог сходятся в одной точке. И мы не можем что-то отложить на потом. Нам именно нужно быстро действовать, куда-то поехать, с кем-то встретиться, с кем-то переговорить. Важные контакты, важные встречи. Скучать будет некогда, мои дорогие, но это вам во благо. Вам звезды помогают. Карта совет. Но это, как знаете, нулевой аркан – это символ нового жизненного этапа, нового интереса к жизни, хорошего самочувствия, бодрости, безусловно, желание путешествовать, желание видеть мир. Может быть, вот именно для кого-то из вас как барьеры спадают, и вы можете путешествовать или рассматривать
Ну, какие-то новые альтернативные варианты сотрудничества, пусть это даже по работе, по заработкам, или пусть это какие-то новые цифровые технологии. Мы к этому придем. Для кого-то из вас изучение именно по части денег, да, может быть, вот именно какого-то ресурса. Или умение зарабатывать на дому. Вот, кстати, такое тоже могу предположить. Все же тут у нас пространство. Тут явно будет продолжено что-то, да, как и где-то карта нам говорит, будь готов, вот как к новизне. Или будь готов, вот как по 8 жезлов, до конца апреля не так много времени, к тому, что у тебя именно что-то будет меняться. Может быть, это начинается с какого-то одного шага, а для кого-то это будет означать, что вы получите какую-то важную весть. И тоже не усидишь на месте, именно придется активничать. Но у нас такой шут изображен, который жонглирует всем зодиаком. Поэтому тут это колода Чиро Маркетти. Тут шут непростой, как маг изображен. Поэтому будьте готовы к тому, что и вокруг что-то будет меняться, но и в вашей жизни здесь приходят совершенно новые возможности. Но вы ведь можете сказать, да, по пашу кубков, нет, я еще подожду. Или как отмахнуться от чего-то. Я буду двигаться вот или ориентироваться на кого-то другого. Вот, видимо, разобраться нужно в вашем окружении, каким людям стоит доверять, а кто просто отнимает ваше времени, энергию, силы, ресурсы. Перекладывайте на себя, мои дорогие. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за вашу доброту, за ваши душевные комментарии, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, ссылки на сайт в описании под видео. А я вас люблю, люблю искренне. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.